Здравствуйте, это Бит-новости видеоверсия. Биткоин выиграл 2015 год, Apple нет. Именно так авторитетное финансовое информагентство Bloomberg озаглавило обзор итогов прошедшего года. В том обзоре биткоин удостоился номинации «Возвращение года». Информагентство отмечает, что биткоин стал валютой, чей курс в 2015 году рос быстрее всего. Также агентство Bloomberg напомнило об интересе, который финансовый мир проявит к технологии блокчейна. По мнению автора обзора, эта технология может серьезно модернизировать существующую банковскую систему, в которой сейчас царит застой. Биткоин может быть легализован в России уже в этом году. В Государственную Думу поступил проект нового кодекса об административных правонарушениях, в котором, в частности, значительно изменена трактовка понятия «денежный суррогат». Напомним, что ранее Центробанк России в заявлении от 27 января 2014 года под названием «Об использовании при совершении сделок виртуальных валют», в частности биткоин, прямо называет эту криптовалюту денежным суррогатом и предостерегает граждан и юридических лиц от использования биткоина. Это письмо стало поводом для преследования российских предприятий и предпринимателей, принимавших оплату в биткоинах со стороны надзорных органов, особенно прокуратуры Российской Федерации. Новый кодекс поясняет, что именно можно считать денежным суррогатом. Примечания к статье 30.38 гласят, что суррогатом не могут считаться электронные деньги, выпуск и обращение которых происходит в соответствии с законодательством стран СНГ, Евросоюза, а также Великобритании. Если учесть, что в октябре прошлого года Европейский суд признал биткоин валютой, это уточнение фактически легализует биткоин и на территории Российской Федерации. По словам председателя Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина, законопроект может быть рассмотрен парламентариями в первом чтении уже в феврале. Для полной легализации криптовалют в России еще предстоит законодательно установить их статус, но трактовки нового кодекса говорят о значительном послаблении в отношении биткоина со стороны властей. Все это оставляет надежду, что запрета криптовалют, которого так упорно добивался Минфин, так и не случится. В начале этого года серьезной DDoS-атаке подверглась одна из крупнейших европейских онлайн-бирж – BTCE. 7 января многие пользователи обнаружили, что сайт биржи оказался недоступен. Чуть позже в Твиттере биржи появилось сообщение о DDoS-атаке, которая мешала нормальному функционированию сайта. В общей сложности биржа находилась офлайн несколько часов. Затем сайт биржи появился в сети, но пользователи испытывали трудности с входом в систему и вводом-выводом средств. 8 января в Твиттере появилось сообщение об аппаратной ошибке на сервере биржи, которая устранялась. И только вечером биржа заявила о полном восстановлении работоспособности. Ряд наблюдателей предположил, что за атакой могла скрываться попытка похищения средств у биржи. Напомню, что в 2012 году BTCE подверглась успешной атаке злоумышленника, который имитировал пополнение долларовых счетов, а затем скупил и вывел несколько видов криптовалют. Хакеру удалось похитить 4500 биткоинов, которые по курсу того времени составляли $40 тысяч. По нынешнему курсу это более $2 миллионов. При этом средства пользователей, которые совершали сделки на бирже, не пострадали. В настоящее время работоспособность ресурса восстановлена, но администрация не дает СМИ никаких комментариев по поводу случившегося. Прояснить ситуацию с DDoS-атаками и их опасности для пользователей электронных бирж мы попросили Ивана Тихонова, руководителя интернет-портала BitsMedia. Иван, кто обычно организовывает подобные нападения? Одиночки, группы хакеров или конкуренты? DDoS-атака – это атака, направленная на то, чтобы сервис стал недоступен. То есть это чаще всего просто забивают внешний канал, и пользователи не смогут заходить на сервис. То есть чаще всего это нужно тем, кто хочет, чтобы сервис упал. Это могут быть как конкуренты, так и просто, например, какие-то обиженные пользователи, что у них там вывели средства, например, из-за того, что у них там был слабый пароль или по каким-то еще другим причинам. То есть либо это какие-то личные отношения, либо это коммерческие, то есть устранение конкурентов на какое-то время. Как удается украсть деньги при помощи DDoS-атак? DDoS-атака сама по себе не позволяет украсть какие-либо средства. Это атака именно на отказ в обслуживании. Она может быть ширмой для какой-то другой атаки, например, чтобы отвлечь внимание и с помощью каких-то других дыр в безопасности воровать средства. Но сама по себе DDoS-атака, она не позволяет что-либо украсть. А дают ли биржи какие-то гарантии своим клиентам и компенсируют украденные средства?
биржа гарантирует, что по определенным правилам эти сделки будут происходить. Все средства, которые есть на бирже, это средства пользователей. И если пропадают какие-то средства, то в любом случае это пропажа средств пользователей. Может быть вариант, что биржа компенсирует эти средства из своих каких-то сбережений. Например, если они видят, что для них выгоднее продолжать работу, если они хотят поддержать свою репутацию. Но в любом случае пользователь будет страдать, если только биржа не возьмет на себя эти риски. Иван, какие еще неприятности доставляет работе бирж подобные DDoS-атаки? Биржа имеет в основном на комиссиях с транзакций, если сервис недоступен, не происходит торговли, не происходит транзакций, и они не получают с этого денег. Плюс страдают репутационные издержки, потому что люди смотрят, что биржа может быть недоступна, мы лучше там где-нибудь еще поторгуем, выводят средства и, соответственно, уменьшаются объемы торгов. Иван, спасибо большое, все стало понятно. В одном из самых престижных вузов планеты, Стэнфордском университете США, введен курс по биткоин-технологиям. Курс, который называется «Введение в биткоин», рассчитан на 3 месяца, и первый поток студентов должен завершить его в марте этого года. В ходе обучения студенты будут знакомиться с технологией биткоин. В качестве обязательных заданий будет доработка существующих приложений, таких как Instagram или Twitter, для приема микроплатежей в биткоинах, а также разработка собственных биткоин-проектов. Это были Бит-новости, видеоверсия. Увидимся через 2 недели.